Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я хочу попробовать шить витражи. Я уже нарезала 16 кусочков ткани. Тут есть вот такие вот сыпучие однотонные ткани. Синтетика, тут ни хлопка, мне кажется, ни капельки нету. Вот это вот такая же тоже. И есть хлопковые кусочки нарядные, сыпучие, в основном однотонные. Вот это вот красное тоже. Это у меня вот вообще остаточек остался, кусочек маленький. Все квадраты разные, повторяющихся нет. Собрала, сложила и пока что откладываю. Я уже говорила, у меня подруга в ателье, у меня вот такой вот кусок черной ткани, он вроде как большой, но вроде как ничего из него не сошьешь. Я его порежу на полосочки. Порезала на полосочки, шириной 2,5 сантиметра. И я свои квадратики сложила прям ровненько один к одному в стопочке. У меня получилось, так как у меня 16 штук, у меня получилось 2 стопки по 5 квадратов и 1 стопка 6 квадратов. И я вот скалываю их между собой. Я не очень люблю всякие шаблоны, поэтому я хочу попробовать делать витражи без шаблонов. Сколола все 3. И я выкладываю каждую стопочку на мат для пэтчворка. И просто беру мелочек, у меня мыльца. И вот я сложила так, чтобы вот этот уголок был на нуле как бы. Вот, допустим, от 17 и до 13. Я вот из этих точек провожу линию, по которой я буду резать всю свою стопку, все свои стопки. Точно так же я выкладываю вот эту стопочку и тоже от 17 до 13. Точно так же провожу линию мелочком. Точно так же поступаю с 3-й стопкой. После этого по намеченной линии резаком я разрезаю все свои 3 стопки. А после того, как разрезала, я вот эту вот сюда перекладываю, вот эту стопочку сюда перекладываю. А вот в этой стопочке, я снимаю верхнюю ткань, кладу ее вниз. Если бы было равное количество квадратов в стопках, то можно было бы просто по кругу все поменять. Но так как у меня в 2 стопках по 5 квадратов, а в одной 6, то я вот в той, которой 6 квадратов, я просто верхний вниз кладу, и в результате при сшивании получится все равно разные цвета. И смотрите, теперь я буду сшивать между собой вот эти 2 части, но между ними я еще буду вставлять свою черненькую полосочку. То есть сначала пришью черную полоску к большой части квадрата, а потом маленькую к получившейся детали. Вот, смотрите, вот так вот я сшиваю. И так продолжаю. Из каждой стопочки беру и вшиваю в место, где я разрезала, черную ленточку. Вот такие вот кусочки получаются. Здесь у меня еще не сшитые между собой. Шью я на ширину лапки. Девочки, чтобы не бегать с каждым кусочком к машинке, я беру прям всю стопку и беру ленту. И пришиваю их прямо, беру подряд одну за другой и пришиваю к ленте. Вот здесь вот сверху я оставляю кусочек, потому что когда мы будем разворачивать его под наклоном же, и надо оставить запас немножко, чтобы ровно там в результате можно было получить. И шью прямо поточным методом подряд все, оставляя такие промежутки в черной ленте. Я хотела напомнить тем, кто не подписался, подписывайтесь. А тем, кто подписался, если вы смотрите в YouTube, нажмите справа от кнопки «Подписаться» маленький серенький колокольчик. Если вы его нажмете, вам будут приходить уведомления о моих новых видео, и вы ничего не пропустите нужного и интересного. А тем, кто смотрит в Яндекс.Дзен, пишите комментарии и ставьте лайки. После того, как все прошили, я прямо вот на этой своей черной ленте всю гирлянду прогладила и беру вот эти маленькие кусочки, которые нам надо пришить, и по очереди складываю и пришиваю. Теперь уже к черной ленте. После того, как пришила, я прямо вот гирляндой и проглаживаю. Я уже прошлась немножко утюгом, поэтому они у меня практически уже разглажены. Но потом мне останется вот просто срезать хвостики лишние. Я все равно буду выравнивать еще свои эти квадраты. Но пока что, хотя бы вот
хвостики эти. Девочки, ну вот в результате моих всех манипуляций получилось у меня опять 3 стопки таких вот блоков. Я их подровняла немножечко, хотя это не обязательно. Выровняла, чтобы сложить мне их было аккуратно, удобнее. И сколола опять булавочками. И опять буду резать. Теперь буду резать, ну, например, вот так вот как-то. Опять выкладываю их на начало своего мата и отмечаю. Первую меточку делаю 5 сантиметров, а вторую меточку 8 сантиметров. И вот от 5 до 8 буду резать. Я сейчас нарисую, но вообще-то мне это не надо, я меточки сделала. Вот так вот. Вот так вот я буду резать. И опять вшивать черную ленту во всех 3 стопках. Разрезала. И пока что откладываю эту стопку в сторонку. Вяжу следующую. Разрезали. И мы их опять будем путать между собой. Это мы меняем вот так. Меняли между собой. А вот у этой стопочки верхнюю кладем вниз. И вот у нас будет все разное. И опять берем ленточки и пришиваем теперь в этих стопках также. Прошила, прогладила, выровняла все, привела все к размеру 21 на 21 сантиметр у меня сейчас квадратики. И сколола опять, чтобы теперь новую линию я буду так, ну, например, вот так. Сейчас я померяю, от скольких сантиметров до скольких сантиметров я провела. От 9,5 до 5,5. И точно так же буду проводить в остальных моих стопочках. Так, 9,5, 5,5. Девочки, я сейчас уже резаком резать не буду, потому что здесь уже много швов, вот этих вот, и резак на них будет стопориться. И здесь такое уплотнение, поэтому я просто буду резать ножницами. Это получится гораздо быстрее, так как у меня сколоты между собой мои квадраты в стопках, то и получится более-менее нормально. То же самое вот с остальными 2 стопочками делаю, ножничками. Разрезала, снимаю булавочки и точно так же вот стараюсь перемешать, чтобы у меня было как можно больше цветов в каждом блоке. Здесь у меня на один блок больше. Вот здесь вот меньше, здесь 6, здесь 5. Поэтому я вот этот один снимаю и вот эти вот меняю местами вот так вот. Это у меня будет уже готово. И теперь беру следующий свой блок и здесь тоже меняю. Добавляю вот этот вот сюда. Нет, сюда не могу. У меня получится, что вот серединка синяя. Значит, я вот этот сюда кладу. Вот так вот. Ну, например, вот этот сюда положу. Так, а этот сюда положу. Все, вот так вот. Ну, вот так вот их все перепутала между собой. И начинаю опять шить, пришивать свои черненькие ленточки. Решила ленточку. И делаю то же самое, что и в прошлый раз, только рисую линию вот здесь. И пришиваю ленточку новую. Точно таким же образом, как и все предыдущие полоски, я добавила еще 4-ю. И вот сделала, я уже выровняла. Девочки, я хотела сказать о своих ошибках. Во-первых, я взяла ткани самые разные, и синтетика тут в том числе. Хотя я отглаживала их перед тем, как начинать шить, все равно они садились все по-разному, тем более, что еще вторую ошибку я совершила, то, что я их отпаривала во время глажки, надо гладить сухим утюгом. У меня они тянулись кто куда хотел, потому что я с паром гладила. А третья моя ошибка, тоже я считаю, что очень большая, это то, что я поленилась и резала стопкой. И в результате получалось, что верхние я видела, а нижние-то смещались, особенно когда ножницами я резала. Получалось, что нижние совсем прямо криво порезались квадратики. Поэтому не ленитесь, размечите. Это не намного увеличит время, но зато получится гораздо аккуратнее, чем у меня. И избавит вас от большого количества обрезков при выравнивании.
Я хотела показать заднюю сторону. Я вот эти, допустим, я сшивала, когда я все швы заглаживала в одну сторону. А потом, когда вот поперек них, я тоже швы заглаживала в одну сторону. В результате вот так вот задняя сторона выглядит. Я выложила на пол свои квадратики. Вот так вот получилось пока что. И я буду их между собой сшивать еще тоже черными лентами. Сначала квадратики в рядах между собой, а потом ряды между собой в единое полотно, прокладывая черную ленту между всеми квадратами. Прошила. Я, кстати, ленточку вот в этот раз, чтобы между квадратами прошивать, я уже брала шириной 3 сантиметра, чтобы она немножечко была поудобнее шить и чуть-чуть отличалась от толщине от тех, которые в квадратах. В этот раз я прямо очень внимательно отнеслась к тому, чтобы у меня сошлись все стыки между квадратами, вот эти черные полоски. Скорее всего, это будет часть одеяла. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. И спасибо, что досмотрели до конца.